Друзья, всем привет, серферы, бездельники, девианты. Начинаем наши эфиры. И сегодня у нас первый гость, экономист Олег Устенко, всем вам хорошо известный. И мы поговорим о состоянии мировой экономики, потому что мы находимся в крайней зависимости от поддержки наших западных партнеров. А у западных партнеров дела в экономике не очень хорошо идут. И, соответственно, вот мы попытаемся разобраться, что и как, насколько мировая экономическая система устойчива, в чем проблемы могут быть в тех или иных точках этой системы, в ключевых точках с этой устойчивостью. Ну и, собственно говоря, с чем мы можем столкнуться. Олег, привет. Привет, привет, спасибо, что позвал. Да, давно не был ты у меня. Вот, может, мы даже будем еженедельные там, или ежедвухнедельные такие обзоры делать большие по экономике, потому что, в принципе, ты один из немногих специалистов, которые понимают вообще конъюнктуру в глобальной экономике. Начнем с чего? Financial Times сегодня Гидеон Рахман статью опубликовал, такую неплохую. Называется «Китай имеет хорошие позиции для торгового противостояния с Трампом». И он там описывает, скажем так, диспозицию сторон, потому что мы знаем, что Трамп с Китаем значит, ведет большую такую серьезную борьбу и пытается для себя выторговать позиции, которые бы улучшили экономическое положение США. Но Китай, похоже, не та машина, не тот субъект, относительно которого можно применять слово «выторговать», потому что они рассматривают, так сказать, свой баланс по всему спектру вопросов, не только по экономике, но и включая безопасность там, и так далее. И у Рахмана прозвучали такие слова, тревожные там для многих наших американофилов, что стремление Америки заключить сделку, вероятно, отражает зарождающее понимание того, что обе стороны действительно начнут обмениваться ударами. Именно у Китая больше шансов уложить своего оппонента на канвас. Когда Трамп начал свою торговую войну, его исходным предположением было, что поскольку Америка покупает у Китая гораздо больше, чем наоборот, именно у США есть рычаги влияния. Это могло бы быть правда, если бы США могли легко заменить все товары, закупаемые у Китая. Однако по некоторым ключевым товарам Китай является доминирующим поставщиком. Ну, там редкоземельные металлы, которые там в том числе нужны для оборонки, для F-35, там и так далее. И, собственно говоря, вот эта ловушка с редкоземельными металлами захлопнулась, потому что штатам реально не хватает времени для того, чтобы развернуть всю эту промышленность, наладить технологический цикл. На это нужно там 5-7 лет, и Китай в этом плане действительно опередил их. И вот Гидеон Рахман пишет, что вот эта вот как бы торговая битва, она привела к тому, что Штаты оказались в двойственной позиции, когда с одной стороны уже начали войну, замахнулся на наносить удар, а с другой стороны уже после того, как первые удары были нанесены, вдруг оказалось, что Китаю есть чем крыть, и эта крыть может быть очень, очень серьезным фактором в их отношениях. Так вот, на этом фоне мы видели, что американский фондовый рынок периодически испытывает такие мощные потрясения. И это касается там не только фондового рынка, но и крипты, которая как бы стала таким новой нефтью на определенном этапе. И там очень такая как бы нестабильная ситуация, которая приводит к тому, что сотни миллиардов долларов могут быть в единомоментно куда-то исчезнуть, куда-то перераспределиться, как правило, в сторону больших игроков, которые мы понимаем, что как бы там подспудно за ниточки дергает. И это тоже отражает вот эту вот, наверное, неуверенность, скажем так, стейкхолдеров в том, в каком направлении пойдет Америка, потому что все очень внимательно смотрят за заявлениями Трампа, на них быстро реагируют, и, наверное, это вот является признаками вот этой крыхкости, как это по-русски будет, о которой Талеб говорил, как бы, да, то есть есть определенная очень чувствительность сейчас у инвесторов к политической конъюнктуре, к международной конъюнктуре. И вот это тот уже новый, можно сказать, неустойчивый баланс сил, который сформировался в Штатах и который определяет вот их диспозицию. Ну вот такой вводный, как бы вводный пассаж. Что ты думаешь по Не, ну, этому поводу? я согласен с тобой, но совершенно определенно хрупкость просто возросла до
невероятных там, пределов. Что мы видим на поверхности? На поверхности мы видим то, что есть постоянные какие-то такие колебания на фондовом рынке. И это необычные колебания. Сегодня чуть-чуть вверх, завтра чуть-чуть коррекция, потом снова чуть-чуть вверх, потом снова чуть-чуть коррекция, потом может большая коррекция. Мы видим просто глобальное падение, потом глобальный рост. Вот, например, на сегодняшний день идет резкий рост по всем фондовым рынкам мировым. Вот просто резкий рост по всем фондовым рынкам. Мы видим параллельно с этим, вот вроде как рост идет по фондовым рынкам, небольшая такая подвижка с криптой, например, биткоин вроде как там себе чуть-чуть добрал, а это чуть-чуть, ну там, по-моему, до 111 тысяч поднялся за монету на сегодняшний момент. Параллельно с этим, вроде бы как это бы для меня было бы сигналом, ну и для всех было бы сигналом, ну, ситуация относительно стабильная, рынок же чувствует все, вот он пошел в гору, фондовый рынок пошел в гору. Параллельно с этим, когда рынок идет в гору, тогда ты должен ожидать, что у тебя, это значит, что у тебя есть общее ожидание, что экономика будет расти, мировая экономика расти, но тут опс, а у тебя просто пару дней назад опубликован доклад Международного валютного фонда о том, что они понижают свой прогноз по темпам роста мировой экономики, а параллельно с этим большие инвесторы говорят о том, что вообще не рассчитывайте на такой большой рост. А параллельно с этим мы видим, когда рынок растет, не растет цена так быстро на драгметаллы. А тут вдруг золото ползет вверх, да еще ползет вверх так быстро, что никто бы даже не мог предположить, что оно так может расти. А когда растет золото, то это сигнал того, что что-то не то, вот что-то не то, что-то не так складывается. Скорее всего, есть пессимистические ожидания. А параллельно с этим вроде как ростом золота, да еще каким ростом золота, оно же превышает даже тот прогноз, который по нему выставляли чуть ли не на 30%. Ожидалось, что вот этот уровень ценовой будет достигнут на конец года, а он уже достигнут такой. А параллельно с этим, если у тебя вроде как все хорошо и рынки растут, значит должно происходить что-то позитивное со всеми остальными сырьевыми рынками. То есть, ну, если у тебя рост экономики, значит больше будет потребляться сырья, значит будут расти цены на металлы, значит будут расти цены на нефть. А цены на нефть, в общем-то, не просто не растут, они уверенно показывают такое небольшое скольжение вниз. Это еще такое как бы незначительное скольжение. Вот этот угол наклона вот этой горочки вроде как незначительный. На прошлую неделю $64 за баррель Брента, а вот на теперешний момент, вот когда мы с тобой эфир ведем, так это $60 и там, по-моему, 25 центов за баррель Брента. Ну, то есть видно же, скольжение есть. А если подумать, то 64 против 60 теперешних. Так это только на слух $4, а в процентах это, извиняюсь, 7% серьезного такого снижения цены. 7% это серьезно, на этом теряются десятки миллиардов долларов. Металлы, которые, если бы верить, что цена, что экономика выруливает из такого своего плавного пике, должны были бы подняться в цене, а они снижаются в цене. Потом совершенно правда, с этими редкоземельными материалами цены на них растут, Китай большой производитель, и он номер один, а Штаты номер два, но разница между тем, сколько съедает мировой рынок от Китая и сколько он съедает от Штатов, чуть ли не в 5 раз. То есть Китай в 5 раз больше контролирует долю мирового рынка редкоземельных минералов. А потом параллельно появляются возгласы то на Западе, то на Востоке: о боже, а что же теперь будет с нашими высокотехнологичными отраслями? А что нам с ними делать, если мы нуждаемся в этих редкоземельных материалах, а Китай устанавливает экспортный контроль и фактически вроде как за небольшую цену, потому что в реальности это небольшая цена, там речь идет просто о незначительной сумме и добычи годовой, и вообще сколько у них там есть, а он может так вот прижать весь мир к ногтю и заставить, в общем-то, выполнять то, что он хочет. И как все это сочетается? А ответ состоит в том, что экономика, конечно, важнейшая вещь, но в данном случае политики,
которые вроде бы как являются просто надстроечным элементом над экономическим базисом, они делают разноплановые заявления, которые влияют в конце концов на поведение всех экономических игроков. Ну чего стоит, например, заявление Трампа по поводу того, что как он называет главу Федеральной резервной системы, господин опоздавший, да, мистер Late, мистер или мистер Always Late, Мгм. всегда опоздавший. Да. Ну вот просто гнобит его в своих социальных сетях, выставляет это на показ. Какое доверие будет к регулятору, к Центробанку страны, а ФРС это не что иное, как Центробанк Соединенных Штатов Америки. Какое будет уважение, если говорит президент, что он все делает неправильно, все вот как-то так замедленно и вообще непонятно почему такая флегматичная реакция. Потом параллельно с этим заявляется о том, что подождите, так вот сейчас такой тариф есть на торговлю со страной, да, вот то, что Трамп называет тариф. Вот просто интересно вспомнить, ведь он же в принципе последователен в своей непоследовательности. И я просто вспоминаю первый день инаугурации Трампа, сначала присяга, потом встреча официальная, а потом вроде как неофициальная встреча на стадионе со своими симпатиками, где у него спрашивают, а что, вот что самое главное в жизни, вот что для вас самое главное в жизни, царь-батюшка? И он отвечает, сначала религия, потом Бог. Тут у меня вообще возник вопрос, ну вот как бы религия, потом Бог, как-то он так не связывает эти два понятия. Потом на третьем месте он говорит тарифы, а на четвертом месте любовь. Ну потом типа задумывается и говорит, или любовь, а потом тарифы, или тарифы, а потом любовь. Ну как-то он так не был уверен в том, что более важно. Ну вот его важность. Он сказал об этом, он сказал по поводу тарифов, он дал четкий сигнал, что он будет крутить тарифами и пытаться выстраивать правильную с его точки зрения экономическую модель, ну вот с использованием тарифов. Но вот угроза ввести тарифы против Китая, она как бы хороша, но хороша с нашей точки зрения, с украинской точки зрения, потому что изначальное объяснение было вот этих тарифов, это, а смотрите, они покупают российскую нефть, а вот за то, что они покупают российскую нефть и не хотят снижать объемы покупки российской нефти, вот за это мы им повышаем тарифы. Так бы было бы и неплохо. И вроде бы как с точки зрения вот просто прагматичной экономической, что такое Китай, что такое Штаты. Это две самые большие страны в мире, две самые большие экономики. Штаты 30 триллионов по результату этого года, а Китай по результату этого года 20 триллионов. Конечно, это в 1,5 раза меньше, чем Штаты, но это очень-очень весомая экономика. Две вместе это 50 триллионов на секундочку. Штаты менее зависимы от своих потоков экспортных, чем Китай. Китай очень зависим от экспортных потоков. И Китай при этом говорит по поводу того, что вернее, в логике Трампа Китай должен был сказать, что подождите, если вы вводите тарифы, если вы фактически перекрываете для нас вход на ваш рынок, для нас это настолько серьезный удар, потому что мы торгуем с вами там чуть ли не на $1 триллион, а с Россией у нас общий торг там на 400 миллиардов, мы выбираем вас. Еще и потому, что мы боимся, что и европейцы вот так вот последуют вашему примеру и тоже против нас будут применять санкции, так мы еще и потеряем там, порядка 600 миллиардов на Европе. Для нас это неприемлемо, мы выбираем свободный западный мир, будем торговать с вами. Но все было бы так до тех пор, пока доску не сбросили, не перевернули. Вот Си Цзиньпин фактически перевернул доску после того, когда сказал, ну хорошо, если так, то так, если никто не уважает условия ВТО, в общем их, похоже, уже никто не уважает, кроме стран тех, которые обязаны его просто уважать. Его не уважают самые большие экономики, типа Китай и Штаты, а все остальные вот по определению должны уважать. Вот он сбрасывает эту доску, переворачивает эту доску, объявляет о том, что он вводит экспортный контроль над редкоземельными материалами. В голове у экономической команды Трампа, насколько я понимаю, вот случается такой просто
каламбур, они не понимают, а как же из этого выруливать, но выруливать из этого, значит, надо пытаться договариваться с китайцами, и вроде как на конец октября должна быть встреча, а может еще и в ноябре будет, а может и в октябре, и в ноябре не будет, и вот это, а может быть, а может нет, и что точно сделают, оно, конечно, точно не будоражит рынок, вернее, будоражит рынок, но не позитивно. По инерции продолжается рост фондового рынка, и я почти не сомневаюсь, что там фактически надувается пузырь по многим показателям, по многим вот этим акциям и ценным бумагам, которые торгуются на рынке, с одной стороны. Он продолжает вроде бы как надуваться, но если шар надувается, вопрос возникает, а когда же он лопнет, и что будет триггером для того, что он лопнет. Достаточно вспомнить кризис 8-9 годов и вот этот расклад, который был просто с real estate market, и вроде только с одной инвестиционной компанией, но потом пошло по всему миру, волна создана была, а потом разлезлась по всему миру, и все падали, и все переживали, и у всех было все не слава богу, и просто на всякий случай напомню, что и украинская экономика тогда просто упала очень-очень серьезно, фактически на около 10% падения было просто в первый год вот этого кризиса. Но то же самое и сейчас наблюдаем. Вопрос просто, вернее, два вопроса. Первый вопрос, когда это произойдет? И второй вопрос, насколько будет глубокое падение? Ну и тогда можно добавить третий вопрос, а что будет триггером для этого падения? Вот что, возможно, будет триггером для этого падения? То, что я как бы не верю в то, что триггером для падения может быть, например, какая-нибудь экономическая оплеуха в Штатах внутри самих себя. Но ведь не было же, ничего особенного не произошло после того, когда Трамп поменял главу своего статистического бюро, просто потому что статистика по труду, на его взгляд, была какая-то совсем уж пессимистичная. Вот как бы вообще просто вдуматься, меняется руководитель статистического ведомства, потому что статистика, которую он выдает на гора, она вот не такая, как хотелось бы. Получается, что надо было играть с данными или не говорить, или это просто как там, в стародавние времена гонцу, который принес плохую весть, вот ему его же и на плаху, ну то есть тоже как-то так странно все это. Вот что может послужить триггером? Такого рода вещи вряд ли. Значит, должно быть что-то глобальное. А что это что-то глобальное? Это какая-то новая вспышка военная, это какое-нибудь обвинение в серьезнейшем там махинациях, связанных, не знаю, с криптой, с кейсом каким-нибудь таким показательным международной коррупции. Что, просто вспышка войны, например, будет или не будет подобного рода триггером для того, чтобы рынки посыпались. Ну, вот это то, что остается вопрос открытым, оно будет продолжать накачивать и вообще практически все рынки. Оно будет качать рынок, вернее надувать рынок фондовый, он будет продолжать по инерции дуться, но темпы этого надувания будут, на мой взгляд, меньше. Параллельно с этим паника будет возрастать по золоту, золото будет расти, а добавь туда еще эти заявления некоторых больших инвесторов мировых, которые говорят, никогда раньше в жизни я не советовал вкладываться в золото, а вот теперь советую вложиться в золото. А параллельно с этим то есть золото будет расти в цене. Параллельно с этим ожидание того, что в экономике что-то нехорошо будет продолжать нарастать, потому что те два показателя показывают какую-то странную динамику по теперешнему времени, и тот растет, хотя должно быть наоборот, что-то из них должно было падать. Если фондовый рынок растет, то тогда золото должно было фиксироваться в цене или даже снижаться, может быть. Или наоборот, золото растет, значит тот фондовый рынок должен показывать обратную
обратную динамику, противоположную динамику. А тут два вместе показателя показывают одновременно вроде как запараллеленную динамику. Оба пошли вверх. Ну, то есть, вот вопрос остается, а металлы падают в цене. Нефть падает в цене, тоже непонятно, ну, нету такого четкого понимания у игроков рыночных, а почему это происходит. ОПЕК собирается больше выдавать на гора, но если ОПЕК собирается выдавать больше на гора, значит, да, это может быть объяснение. Или мировая экономика больше будет падать, чем сейчас кажется, поэтому опять-таки идет проседание рынка. Либо два фактора сработают одновременно, и продавать нефти будут больше, и покупать ее будут меньше, поэтому ценовая динамика вот такая. По металлам тут понятно, пошло вниз, вот все страдают. Что нам от этого? Нам от этого плохо и больно, потому что, как ты совершенно правильно заметил, мы зависим от состояния, как минимум, наших партнеров, наших друзей, которые решают, могут, не могут помогать нам и в каком объеме могут, не могут помогать нам. А у них у самих проблемы. А что, если у них будет экономика? Ведь если будет проседать мировая экономика, значит и у них будет проседать экономика. А если у них будет проседать экономика, значит у них могут возникать проблемы с бюджетом. А проблемы с бюджетом — это значит дефицит государственного бюджета. Нету ни одного такого значительного ограничения, которое есть в сфере государственных финансов, как дефицит государственного бюджета с параллельным, а как его вообще можно профинансировать, где деньги-то искать. И это же не просто в шкафчик пойди, открой тумбочку и достань там деньги. Они там так просто не лежат. И для многих сложно политически это набрать на себя дополнительные долги. Я не говорю там про Штаты, которые там уже имеют 120% ВВП долга. Или не говорю про Японию, где это больше, чем 200%. Или про Италию, где это на уровне выше, чем 150% ВВП. Я говорю про тех других, которые, в общем-то, вроде бы как относительно устойчиво себя чувствовали и могли выходить на рынок. У них тоже возникают проблемы, я имею в виду на финансовый рынок, одалживать деньги. И мы под себя надо одолжить, и для нас надо одолжить. Что это означает? Что мы увидим с тобой в ближайшее время активизацию всяческих разговоров по поводу того, что давайте в итоге решать как-то вопрос с российским замороженным активом. И просто финансировать за свои деньги Украину тяжело и сложно, а вот тут есть просто альтернатива, которая вот прям на поверхности лежит. Деньги россиян замороженные, до сих пор не использованные. Ну и что Бельгия боится взять на себя ответственность? Возьмем коллективную ответственность, переведем эти деньги на потребности Украины, и Россия будет платить за то, что мы, европейцы, будем покупать вооружение для Украины. Вот они, в общем, в такой будут логике находиться. Я считаю, что тут активизируется это не просто дискуссия, а действие активизируется. Несмотря на то, что европейцы, как правило, движутся там просто очень такими маленькими шажками. Не знаю, было в твоем детстве или нет, там сделай 3 лилипута, вот это именно из этих 3 лилипута сделай, или там, я же забыл, как назывались большие шаги, которые делали, но вот это 3 лилипута, вот Европа делает 3 лилипута вперед, а потом 2 лилипута назад. Ну и вот такое движение было. Сейчас, мне кажется, они будут двигаться куда быстрее. Активизируется все, что касается нас в плане редкоземельных минералов, потому что если Китай может вот так вот переворачивать доску и там сбрасывать шахматные фигуры с доски, ну, значит, с ними сложно иметь дело, надо где-то иметь альтернативный источник. И один из альтернативных источников может быть Украина. Насчет... Извини, Олег, извини, тут перебью, просто как раз контекст есть, вот, который ты ввел. По поводу редкоземельки. Нужно знать, ну, я думаю, что аудитория просто может не знать, что в этом месяце Китай впервые сыграл так, как давно уже играли Штаты. Речь идет о том, что он расширяет вот эти вот правила экспорта редкоземельных металлов. Пекин, это я на Associated Press сейчас вот читаю. Пекин впервые объявил, что потребует от иностранных фирм получения одобрения китайского правительства на экспорт магнитов, содержащих даже незначительное количество редкоземельных материалов китайского происхождения или произведенных с использованием китайских технологий. Это означает, что южнокорейский производитель смартфонов должен запросить разрешение на продажу устройств в Австралию, если в телефонах содержатся редкоземельные металлы китайского производства.
заявил Джеймисон Грир, торговый представитель США. Это правило дает Китаю контроль практически над всей мировой экономикой в цепочке поставок технологий. То есть фактически вот это монопольное положение Китая сейчас позволит ему в редкоземе, позволит ему десятки, там, а может быть даже все страны контролировать вот в любом аспекте, связанном с редкоземельными металлами, пока не будет разрешено вот эта зависимость. Правильно, да. И плюс мы помним очень хорошо, что Китай это страна, которая живет практически в совершенно другой логике, сложной для нашего вообще понимания. Вот согласны поколениями терпеть плохую ситуацию, возможное ухудшение жизни, но зная, что есть какая-то там глобальная задача на сотни лет вперед. Вот такая историческая как бы парадигма у них есть. Они будут ее использовать. То есть для своего населения они могут объяснить. Американцы для своего населения не смогут объяснить, а почему вдруг вот стало так вот плохо. Европейцы, наверное, еще сложнее это будет сделать. А те, которые специализировались на производстве тех продуктов, где использовались редкоземельные материалы, это практически просто все, что относится к высокой технологии, там, начиная банально от компьютеров и мобильных телефонов, заканчивая сложным высокотехнологичным оборудованием. Вот они вообще как бы не удел. И что тогда? Тормозится прогресс? Может, это наоборот будет, Нобелевскую премию в этом году дали за позитивную деструкцию, да, вроде как разрушают один продукт, что стимулирует конкуренцию и так далее, возникают новые инновации, на фоне этих инноваций возникает новый какой-то там суперпродукт, а тот старый вообще уже никому не нужен. Но вопрос, что как бы оно так, конечно, будет двигаться, но вопрос, сколько на все это времени уйдет лет. В общем, в моем понимании вызовов в мире настолько, по крайней мере, в экономике мировой настолько много, что и они начнут реализовываться. Они будут реализовываться от сегодняшнего момента, там, скажем, на протяжении всего следующего 26 года. То есть это не такой вот длительный период времени для того, чтобы мы видели продолжение подобного рода потрясений. И задача вообще получается следить за триггером, который есть, но может быть и где формируется этот триггер, а он, скорее всего, формируется уже сейчас. То, что мы его не можем четко идентифицировать, просто распыляя наше внимание по всем направлениям, это совсем не значит, что его нет. Он уже в стадии формирования такой вот серьезного. Но когда у тебя идет глобальная вот такая волна поднимается, фактически формируется цунами. И вот если это цунами начинает идти, то будет абсолютно понятно какие-то серьезнейшие потрясения в том, что определяет экономика, в социуме, в политикуме. То есть здесь будут серьезные изменения. И вот здесь может картинка меняться совершенно кардинально. И она же потом будет вести к изменению уже тогда самого этого геоэкономического пространства. То есть как бы парадокс будет состоять в том, что с одной стороны базис поменялся, экономика меняется, она дает вот этот всплеск на социум, на политикум, но этот социум и политикум потом дальше отразит эту волну, и волна начнет дальше раскачивать вот этот базис экономический, и вот такое волнение вверх-вниз будет продолжаться какой-то период времени. Опять-таки сложно сказать, какой период времени. Это 3-5 лет или это 10 лет. То есть в моем понимании абсолютно очевидно мы входим в мир и в стадию такой абсолютнейшей нестабильности и сложно предсказуемости. У меня такой вопрос. Все говорят там о том, не все, многие говорят там о суперпозиции там Китая, да, но в Китае тоже, вот я тоже на Associated Press смотрю, и статистика вот свежая в том, что в июле, в сентябре экономика Китая росла самыми медленными годовыми темпами за год, увеличившись на 4,8%, что обусловлено было вот этой торговой войной. Значит, данные это показали вот за июль-сентябрь. В январе-сентябре вторая по величине экономика мира росла на 5,2 в годовом исчислении. И хотя
экспорт Китая оставался относительно высоким. Экспорт Китая в США в сентябре сократился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на то, что экспорт в мире в целом рос и достиг даже 6-месячного максимума, поднявшись на 8,3%. Электромобили рвут продажи. В сентябре, я имею в виду китайские, вдвое вырос в сравнении с прошлым годом. Но такой, значит, тревожный индикатор на китайском рынке – это то, что началось падение спроса на недвижимость. С января по сентябрь упало на 7,6% стоимость на выражение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И замедлился рост розничных продаж до 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ну вот, то есть как бы у Китая тоже зависимости есть очень серьезная. Насколько я помню, 10% их торговля с Соединенными Штатами. То есть многие подумают, что такое 10%, но 10% это как бы очень существенно для экспорта. И целые кластеры там китайской промышленности зависят от доступа на американский рынок. Собственно говоря, я когда в 2013 году, по-моему, в 2013 году мы весной, когда были в Китае, то мы везде были в разных секторах, там у нас такая была делегация, мы были в разных секторах, там и сталь, и биохимия, и автомобилестроение, и текстиль, и фарма, там, короче говоря, практически все серьезные сектора. И я у них тогда спрашивал, вот какое у вас соотношение внутреннего и внешнего, скажем так, внутренних и внешних продаж. Так вот, тогда у них было 70/30, то есть практически во всех секторах, вот они говорили, 30 мы идем на экспорт, 70% идет внутри. И это придает, с одной стороны, как бы устойчивость для экономики, но с другой стороны, учитывая, какая огромная китайская экономика, то поскольку Штаты и Европа являются самыми серьезными премиальными рынками для Китая, это товарооборот, по-моему, $2 триллиона где-то составляет, совокупные Штатов и Европы. И, соответственно, речь идет о сотнях миллиардов долларов, поэтому понижение на 27% это означает, что потери китайских компаний исчисляются сотнями миллиардов долларов. Там где-то, я думаю, миллиардов 200 где-то, они 250 потеряли вот за вот этот период. Поэтому вот в твоем понимании, какая устойчивость Китая в условиях вот такого вот давления? Вообще принято считать, что Китай страна, которая должна показывать высокий рост. И если рост Китая меньше, чем 5% в год, менее 5% в год, это значит, что они откатываются назад по практически всем экономическим показателям. Почему? Потому что у них есть большой прирост населения, вот у них так завязаны все их экономические параметры, что они просто должны расти от 5% в год. Любой показатель ниже, чем 5%, это просто катастрофически будет для Китая. Вот почему они пытаются выдерживать, и вот почему выдерживать от 5% любыми способами, если вдруг есть там недорастание, меньше показатель, они пытаются как-то это стимулировать. В основном они стимулируют за счет госинвестиций, вот это основное, чего у них есть. Ну и представить себе, что если, допустим, у них где-то, скажем, порядка 20% их экономики завязано на экспорт. То есть мы говорим с тобой о сумме где-то в 4 триллиона долларов, который идет у них на экспорт. Это серьезнейшая величина. Представь себе, что вдруг будет какая-то незадача по экспорту, экспорт начнет снижаться по одному другому направлению, например, по направлению Штаты, по направлению Европы. Это означает, что все экономические показатели потянутся вниз. Тут же не только вопрос в том, что Европа и Штаты для китайцев это премиальный рынок. Оно-то понятно, что это премиальный рынок. Но проблема-то будет состоять в том, куда все это перетащить. На какой-то другой рынок потащишь то, что ты продавал в Штатах и в Европе. Это
не так легко сделать. Это огромный рынок. И, кстати сказать, Штаты с Европой по величине это то же самое, что Штаты с Китаем. То есть Штаты с Китаем это 50 триллионов, ну грубо, и Штаты с Европой это тоже около 50 триллионов. И куда ты все это поперетаскиваешь? Это же ты не сбросишь это там на другие страны, потому что им и не надо столько, и они столько не купят. И что с ценой будет происходить? Цена меньше будет, если ты сбрасываешь это все. То есть Китай, в моем понимании, не очень-то такой устойчивый в плане экономики, они это понимают. Но вот почему за последние, там, скажем, ну, по крайней мере, при Си Цзиньпине мы видим нарастание, она-то и раньше была рулевой коммунистическая партия, но вот она усиливается, смотри, эти выборы, эти изменения, которые в Конституции сделали, снова силу власти, снова вроде как можно, снова он там сидит, периодически какие-то репрессии мы слышим там происходят, пока вроде как точечно, но с завидным постоянством они там есть. То есть я бы предположил, что с одной стороны такая возможные риски для экономики, они будут нивелироваться через тот политикум и через то, что уже они готовились к этому. Иными словами, китайцы были готовы к тому, что подобного рода может происходить. Ситуация может происходить, может иметь место. Это значит, что пока все остальные думали, что может быть, а может и не быть, они как бы имели этот план. Более того, этот план для них не был, скорее всего, планом Б, он, наверное, был для них планом А. Они четко представляли, как будет идти логика процессов. Они понимали, что вот развитие будет идти именно таким образом, как оно сейчас идет, потому они и укрепляли весь этот свой контур, политический контур. Вот почему они-то закручивали гайки, пытались сосредоточить власть, пытались вот там бороться то с коррупционерами, то с изменниками, то еще с кем-то, но держали под контролем ситуацию. Они же помнят, что у них есть проблемы, связанные с тем, что там целые, ты говоришь, упали цены на недвижимость. Да там есть просто огромные фактически города, районы, построенные в больших городах, которые не заселены. А там есть еще серьезнейшая проблема, которая возникла вообще первая в мире у них. Это то, что называется shadow banking, да, теневой банкинг. Когда просто в обход банков там набирали кучу кредитов, как-то перекредитовывались через банки, поставили под угрозу банковскую систему. Там если бы сыпаться будет, то это будет сыпаться серьезно. И они-то это понимают. Если это мы, находясь здесь, понимаем, и если это понимают европейцы, то почему бы это китайцам, которые вот прям там на земле находятся, не понимать? Они это все четко понимают, и они подготовлены к подобного рода экономическим проблемам. Их экономика, как бы в нашем понимании, европейском понимании, ну, очень неплохо, относительно устойчиво. Стоит найти какой-то компромиссик, подписаться под этой или той бумагой, и все будет идти просто как по маслу. Но Китай это не был бы Китаем. У них специфическая логика своя. И вот эта логика специфическая говорит о том, что они ведут четко свою игру, им особенно никто не указ, а еще лучше сказать, вообще никто не указ. У них есть четкая траектория, по которой они хотели двигаться. Они могут чуть-чуть отходить от магистральной линии, но будут двигаться по этой магистральной линии, поэтому укрепляли свою экономику. Поэтому накажут всех очень сильно, если против них будут введены вот подобного рода там санкции, что они, в общем, уже и делают. Где ВТО? По Всемирной организации труда, одно из первых правил, которое там прописано в уставе ВТО, Всемирной организации труда, состоит в том, что экспортный контроль запрещен. Вот просто запрещен и все. А они вводят экспортный контроль. Но с другой стороны, те другие, против них вводят пошлины, которые тоже вот так вот просто взять, ввести пошлины тоже запрещено. И те игнорируют, и эти игнорируют. А где тогда какие-то общие правила? Значит, мы перед чем стоим? Мы стоим перед серьезным, снова повторю, перед серьезным штормом. И Китай, скорее всего, сможет выдержать этот шторм. Сможет выдержать шторм, наверное, выйдет более ослабленным экономически, но
политическая система им позволит в среднесрочной перспективе пережить этот шторм. Кто бы там что ни думал. Они себя готовили к этому шторму. Они знали, что лодку надо укреплять, там, я не знаю, круги довешивать или там разгружать ее, или наоборот как-то модернизировать, но они судно свое они модифицировали, что оно может идти по большому шторму. Им он страшен, но они могут идти. Все остальные вопрос, могут или нет, какими большими они не были. У меня такой вопрос. Вот смотри, вот этой большой тройке в глобальном, как бы, в глобальной экономике США, Китай, Европа, Китай и США, они обладают самой большой динамикой, да, то есть как бы пока там Европа разбиралась со своей социальной политикой, со своими проблемами, с формами интеграции, Америка в 1,5 раза выросла там с 90-х годов и получила как бы огромный перевес. Про Китай мы вообще не говорим, потому что он там за последние 40 с лишним лет умудрился вырасти там в 40 раз. И даже вот этот низкий ВВП, ну, в их понимании 4,8%, ну, это на самом деле означает огромные цифры, потому что у них уже как бы не низкая база, а ну, такая уже высокая серьезная база. И хотя там часто на Западе можно увидеть там такое мнение, что ниже 6% китайский рост — это проблема для Китая, потому что они могут меньше абсорбировать рабочей силы, которая там в сельских районах прибывает. Но по большому счету, мне кажется, что урбанизация у Китая уже достигла такого масштаба, что давление как бы села на города уменьшается, потому что ну, как бы они просто очень серьезно рванули вперед и уже являются таким, как сам Си Цзиньпинь говорил, среднеразвитым государством, там, которое идет вот к 2050 году, должно стать высокоразвитым полностью. Так вот, вот на этом фоне Европа, как ты оцениваешь положение Европы? Потому что она находится в наиболее, как мне кажется, слабом положении. У нее нет своих ресурсов серьезных, в отличие от США. У нее нет своего единого центра, как, допустим, у Китая. У нее нет такого монопольных, допустим, позиций, как у Китая в редкоземе. Вот. И при этом у нее стареющее население, значит, плохо управляемый как бы федеральный центр, по сути, там, да, даже наверное, конфедеративный центр, правильно сказать. И все большее понимание того, что нужно как-то и что-то решать. Сегодня вышло интересное интервью во Франкфурте. Франкфурт Allgemeine Zeitung, по-моему, так она у них называется. Извините, если я по-немецки неправильно произнес, но вот ФАС, короче говоря, для меня это ФАС. Вот. Франкфуртское издание, которое большое интервью с Мерцем опубликовало. И я вот сейчас перед эфиром пытался до него пробиться, потому что там подписка платная. Но я у Буджиса заметил, у моего польского как бы коллеги. И он дал интересные вот цитаты. И у меня уже просто слюна потекла, я обязательно это интервью прочитаю. Значит, ключевые моменты. Германия должна создать основные обычные силы в Европе, крупнейшую армию. Второе. Я никогда не верил в концепцию Соединенных Штатов Европы. Настало время политики национальных государств. Третье. Текущая интеграция в рамках ЕС достигла своих пределов. Именно поэтому Берлин проводит политику углубления отношений между странами, в первую очередь с теми, с которыми граничит. Г. В будущем Америка будет больше концентрироваться на себе и на своих интересах, но это не означает политику отказа от Европы, поскольку формула Америка прежде всего неравнозначна формуле Америка одна. Значит, еще один момент. Мы наблюдаем временный конец многостороннего порядка, основанного на правилах международного права. Мы находимся в фазе, когда во многих местах действует закон сильного, закон силы. Ну, это такой очень существенный, как бы фундаментальный переворот, который в мозгах у них происходит в Германии. Германия, которая является ядром европейской экономики. И потихонечку идет в сторону большей субъектности в сфере безопасности и не только. Ну, в общем-то, отражает, наверное, тот слом, который сейчас в Европе происходит. Вот что ты думаешь по поводу позиции Европы в этом, вот на фоне вот этого надвигающегося цунами? Ну, Европа ведет себя вот традиционно, как они должны были бы себя вести, вернее не так, не должны были бы, а ожидаемо. Вот интеллигент, которому предстает там какой-то хулиган-разбойник,
там, пытаясь вытрусить все, что из карманов есть, продать кирпич за $100 и там по старым каким-нибудь там схемам выкачать все, что возможно, а она настолько интеллигентная и настолько нерешительная, и настолько всего боящаяся, что решение вроде как они понимают, как надо, но и боятся принять это решение. Вон их шокировала статистика, которую опубликовали совершенно недавно по поводу Польши, сравнении с Великобританией. Я не знаю, видел ты эту статью или нет, по-моему, Таймс ее публиковал. С 2019 года Польша выросла на почти 20%, а в то время как Великобритания и половины из этого роста не показала, в общем, она показала меньше, чем половина от этого роста. Вот британцы задают вопрос, что же такое творится? Получается, что раньше ориентировались все на нас, как на центральную силу, а теперь есть более центральная, более важная сила в Европе, такая как поляки. Да тут еще поляки заявляют по поводу того, что они хотят в большую двадцатку, потому что ВВП в следующем году достигнет величины в $1 триллион, что, в общем, их сразу делает абсолютно такими кандидатами в большую двадцатку. Да тут еще Карл Навроцкий беседы ведет по поводу того, что создает лобби для того, чтобы Польша таки оказалась в этой большой двадцатке. И во время встречи с Трампом этот тезис поднимает. Вот в моем понимании Польша ведет себя такой, как, не знаю, это хорошее сравнение или нет, но такой вот, в моем понимании это хорошее, на всякий случай скажу сравнение, такой вот хлопець, приехавший из села, там, велике місто, он знает, что там особенно рассчитывать не на кого, там, может, родичи якусь там еду передадут с села, а он вот тут сам на своих собственных хлебах, ему надо пробиваться. И вот они такие пробивные. Вот Польша, в отличие от всей Европы, вот они такие пробивные, такие знают, что точно как делать, куда идти, с кем беседовать, как продвигать свои интересы. И тут такая млява українською мовою, не помню, как по-русски правильно сказать, такая, ну вот такая вот млява. Вся Европа... Вялая, вялая. Вялая, правильно, вялая, которая не может решиться ни на то, ни на это. Вон, смотри, с этими российскими активами. Вроде бы там все можно было совершенно легко и быстро решить. Деньги лежат в Бельгии, Бельгия принимает решение, потому что вот эта страна-агрессор, она приняла решение, передает эти деньги там в специальный фонд европейский, который дальше этими деньгами рулит в пользу Европы и в пользу Украины. Но ведь Бельгия боится принять это решение. Она говорит, да вы что, не только не мы не сами не можем. Давайте все вместе, все европейцы, все соберемся цивилизованно, сядем в этом большом зале, все это обсудим, решим, как это надо делать. И вот они сели обсуждать, переливать из пустого в порожнее, и вот это длится и длится и длится, и долго, и долго, и долго. Но вот в новых обстоятельствах мы считаем, что оно как бы поменяется, и такие решения будет принято. И так у них по всем остальным направлениям. Давайте тратиться больше на безопасность и оборону. Ну давайте, понятно, что опять-таки впереди паровоза там новые члены Европейского Союза, рулимые Польшей, которая действительно во многом перетягивает на себя инициативу. Давайте. И смотри, какой вялый ответ идет со стороны тех, от кого он должен был бы быть, ну, тоже достаточно быстрым и позитивным. От всей той части, которая старая Европа. Вот оно так как-то так медленно, нерешительно. Они медленно наблюдают, затем ведут или не ведут против нас тарифы. Американцы, ну, ведут хорошо. Мы поугрожаем тоже большими тарифами, но в принципе снимем это, поедем туда на переговоры, будем переговариваться, ну, будем жить в новых условиях. Они игрок, но они не боец. Вот так я бы сказал. Они не боец.
И только благодаря тому, что там есть более такие серьезные бойцы типа Польши, вот они еще могут как-то там карабкаться, потому что кто-то все время дает пинка для того, чтобы они как-то там шевелились и продвигались. Балтийские страны тоже могут давать этот пинок, но они в силу там целого ряда причин объективных, они небольшие экономики, вернее малые экономики, и вес такой незначительный, вроде бы как одна страна, один голос, но вес, понятно, что такой незначительный. Они не могут придать эту динамику, даже вот когда они втроем действуют, они как раз молодцы, действуют быстро, втроем вместе, но такой динамики не дадут. Европа жила сытой хорошей жизнью, Европа вроде бы как все было нормально и хорошо, к новым условиям, насколько они готовы, мне кажется, что они не готовы, мне кажется, что у них есть, что хорошо, это то, что у них есть понимание, что они не готовы к новой жизни. Жизнь поменялась, а они еще носят котелок на голове, трость и вместо там, не знаю чего, электромобиля пытаются дождаться извозчика на конях. Вот 100%. приблизительно. Вот они в такой парадигме живут. Поэтому то, что происходит сейчас в мире, в конце концов, это хорошо, в том числе и для Европы. Потому что это заставляет их шевелиться и как-то очнуться, встать с постели, снять колпак, выйти на двор и увидеть, что, блин, так уже 2026 год, через пару месяцев на дворе, а мы все как-то так живем в категориях 50-летней давности, а мир уже поменялся. Вот это для них тоже позитивно. И опять-таки Трамп при всей своей сложно предсказуемости заставляет Европу шевелиться. И в Европы появляется шанс стать реальным игроком. Они богатые, с деньгами, но этих денег они могут лишиться очень быстро. Опять-таки, если хулиган из подворотни будет предлагать купить за $100 кирпич один, а кирпичей этих у него там 10 тысяч или несколько миллионов. Ну вот. Поэтому для них это тоже хорошо. И хорошо, что у них там есть те, которые заставляют их как-то шевелиться. Ну вот, например, как Польша. Давай еще один вопрос, и потом еще один эфир. Ну, короче, я думаю, что мы еще ряд эфиров сделаем, потому что, ну, просто такие пласты задеваем, что за один эфир все не раскроешь. Ну, вот был эфир господи, был вопрос от нашей аудитории. Сильно ли крипторынок влияет на мировую экономику? Потому что я вначале поднимал вот этот вопрос этих скачков и так далее. Поскольку они абсорбировали, ну, реально уже как бы там речь идет о миллиардах там, и триллионах долларов, там, да, то... Ну, наверное, это уже существенно. Ну, в моем понимании вообще крипта и то, что происходит с криптой, еще меньше поддается прогнозированию по сравнению со всеми остальными движениями, которые мы видим. Если мы можем сказать, что золото должно увеличиваться в цене, когда ситуация в мировой экономике ухудшается, перспективы мировой экономики ухудшаются, значит золото, если фондовый рынок надут и вот-вот может лопнуть, цены на золото должны пойти вверх. Параллельно с этим мы должны сказать, что если рынок надувается, перспективы плохие, то фондовый рынок должен демонстрировать падение, что мы не видим. По золоту видим рост, а как бы свидетельствующее о том, о чем мы сказали в начале, что ситуация склонна к ухудшению. А фондовый рынок должен показать противоположную динамику, а он показывает тоже рост, значит там что-то не так. По крипте мы видели с тобой вроде как резко пошло все в гору, а потом дошло до какого-то уровня и началось снижение. Ну вот если брать за прокси просто биткоин, пошло вниз, а теперь дальше мы увидим с тобой кучу, и видим уже кучу прогнозов, которые, на мой взгляд, это в реальности не прогнозы, а просто такое угадывание. Угадать может там, я не знаю, мой пес, в какой руке у меня лежит там конфетка, носом будет тыкать либо в левый, либо в правый кулак, где конфетка зажата, и то у него хотя бы нюх есть. А те просто угадывают. Вот это в реальности, в моем понимании, это не прогноз. Это вот просто угадал, повезло, не повезло. С такой же вероятностью он мог и не угадать. Поэтому насчет прогнозов по крипте я особенно не верю, кто бы их ни делал. Но в моем понимании, если ситуация будет ухудшаться,
то крипта в данном случае не станет той тихой гаванью, на которую, возможно, сейчас часть инвесторов рассчитывает. И, в общем-то, то, что мы видели, падение, которое произошло, это просто было тестирование ситуации. То есть вот прошло, испугались, некоторых сдали нервы, начали распродажу, попродавали, чуть-чуть пошла коррекция наверх, цены поднялись, на крипту вверх. Но произойдет ли такое? То есть рынок протестировался, а вот он может так уходить резко вниз, но может потом вроде как по чуть-чуть набирать наверх. Но рынок протестирован, и теперь можем ли мы поверить в то, что крипта будет тихой гаванью, если посыпется мировая экономика? В моем понимании нет. В моем понимании нет. Крипта не станет тихой гаванью. Но опять-таки, то, что мы видим сейчас, вот скажем последнюю неделю, крипта пошла вверх. Точно так же, как и золото, как и фондовые рынки. Потихонечку она растет. Потихонечку она растет. Но в конце концов, я боюсь, что чтобы не было такого вот серьезнейшего разочарования, связанного с тем, что, ну и соответственно, проблем жизненных у многих, связанного с тем, что вкладывались в крипту, а экономика пошла вниз, а они не уловили этот момент, когда надо было немедленно все посбрасывать. Плюс крипта, это опять-таки, это не нефть и не золото, там так быстро не сбросишь. Вернее, там сбросишь быстро, но там умников сразу много на 1 квадратный километр. И когда все начнут сбрасывать, когда все подвергнутся этой панике, то и цена будет просто резко уходить вниз. Поэтому в моем понимании рынок крипты при условии, опять-таки, это именно при условии, что изменится статус-кво, что мировую экономику начнет реально лихорадить, что-то сработает как триггер, и мы увидим какие-то индикаторы, которые начнут указывать нам на то, что экономика уходит вниз. Крипту начнет так сильно лихорадить, что вот эта степень волатильности по крипте, она будет куда более высокая по сравнению со всеми остальными. Остальные тоже будут вот так вот колебаться, но крипта будет вот так вот ходить. И это хождение вот так вот вверх и вниз по наклонной, но вот этот угол наклона по крипте, он может быть куда более значимым по сравнению с наклоном, который будет по остальным рынкам. Остальные рынки так, а крипта вот так. Угу. Да, горка больше будет. В моем понимании так. Угу. Хорошо. Я думаю, что мы в следующий раз поговорим, знаешь, о чем? Мы поговорим о зависимости россиян от вот этих, как бы, ну вот мы их обрисовали, как бы 3 вот этих кита больших, хотя есть еще там Индия, там другие игроки, там саудиты, там весь этот залив, страны залива, это тоже как бы игроки, ну это нужно понимать. Турция там и так далее. Вот, ну, я думаю, что вот мы там просто смотрел вопросы, то мы затронем отдельно вот зависимость России от вот этих китов, как бы там, да, и пределы ее устойчивости экономической. Ну, хорошая идея, давай, да. Да, но мне кажется, это интересно. У нас тогда будет такой сквознячок, связанные эфиры, как бы там общей логикой, на которые можно нанизывать соответствующие как бы новые факты, как бы там и сюжеты. Вот. Поэтому все, кто там вопросы задавали, которые я не задал, я двигаюсь в рамках как бы там понимания того, какую сюжетную линию я разворачиваю. Я это все запомнил и задам там то, что нужно будет, поэтому не кипишуйте там. А то уже там, чего эти вопросы не задаешь, что другие не задаешь. Хорошо, спасибо тебе большое, отлично. Ну, спасибо большое, спасибо, Юра, и спасибо твоим зрителям. И тогда встречаемся в ближайшее время. Давай через неделю, я готов через неделю. Давай, хорошо, давай через неделю. Да, друзья, спасибо еще раз Олегу. Олег Устенко с нами был. Не переключайтесь, сейчас у нас будет, я думаю, интереснейший эфир с Олей Бородкиной. Это музыкант, такая звезда, которая на подъеме, я думаю, вот, которая заинтересовала меня своими социальными песнями и, значит, перепевкой Яна
Яцека Качмаровского, польский бард, такой как бы известный «Наш класс», у него была песня, и вот я ее заметил, когда она исполнила эту песню «Наш класс», она мне как-то в душу запала, я начал за ней наблюдать и увидел, что человек развивается, растет, и я решил сделать такую интересную беседу, вот просто побеседовать, тем более, что оказалось, что мы еще земляки в определенной степени, тоже она из Харьковской области родом. И вот мы сейчас буквально через несколько минут включимся, поэтому я думаю, что вы получите удовольствие, поскольку вот немножко проанализировал ее профиль, там почитав, я увидел интересную личность. Интересная личность — это то, что должно быть у нас в эфирах, и мы с ними должны коммуницировать, вовлекать, взаимодействовать. Поэтому буквально минута, и мы начнем. Оля Бородкина уже тут на связи, так что будем включаться. Пока.